Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Вот в прошлом разе, в прошлых видео я рассказывал, что я делал с семьями. Я у них позабирал маток в отводок. То есть семьи были без маток. Ну, у нас акация начинала цвести. Сейчас акация у нас уже заканчивает цвести. Можно сказать, уже закончила. Вот. И смотрим на результат этих событий. В этом году мы, конечно, опоздали, поэтому на мед не рассчитываем с акацией. Много. Так, ну сразу видим, белой пановки нету, значит, что урожая тоже как бы нету. Ну, посмотрим, что делается в семье. Сейчас в этой семье должны быть свящевые маточники. Вот, потому что матки у них не было, они вынуждены были заложить свящевые маточники. Так, легкая рамочка, дупель пусто. И задавали вопрос, что делать, если семья отпустила рой. Вот. А вот и наши маточники свящевые. Видите? Есть свящевые маточники. Заложили пчелы свища. Все как и должно быть. Так. Есть свящевые маточники. Это есть хорошо. Пометим эту рамочку, что это свящевые маточники у нас. Значит, вопрос, опять же повторюсь. Дупель пусто. Семья отпустила рой. Что делать, чтобы они не роились дальше? Ну, чтобы семья отпустила рой, должны быть условия. Я рассказывал. 3 условия. Возможность воспитывать расплод. Дофига запечатанного расплоду должно быть. Опять, видите, маточники вот есть. Снизу красивые, хорошие. Можно их забирать. Маточники бывают всякого рода. Вот это маленький какой-то невзрачный маточник. Все, что маленькое, сразу беспощадно отправляем в утиль. Оставляем только красивые, здоровые маточники. И приемлемых размеров. Все остальное в утиль. Потому что оно нам, что не надо оно нам. И помечаем, что тут маточник. Так вот, семья отпускает рой. У них много печатного расплода и есть мед. И, скажем так, вы рой прозевали. Рой забрал вашу старую матку и полетел в белый свет. Ну, соответственно, улетели роевые пчелы. У вас в улье осталось много расплода, потому что рой не выходит, если много расплода в улье нет. Вот, потому что иначе семья захлянет. И, соответственно, у вас роевые маточники. Иногда в огромных количествах они есть, иногда не в огромных, но тем не менее они есть. То есть имеете много расплода, имеете роевые маточники. Не один, роевых маточников, как правило, много. И вот что происходит дальше. У вас вроде роевая пчела свалила, у вас начинают выходить матки, потому что рой уходит за день или за несколько дней до того, как родится роевая матка. То есть они матку забирают и улетают до того, как родится роевая матка, чтобы матки между собой не покусались. Вот. Поэтому у вас, когда рой выходит, через день, через 2 родятся роевые матки. И притом они будут рождаться приблизительно одновременно. И есть возможность у вас выхода второго роя, потому что у вас же рождается не только матка, а еще те пчелки, которые в закрытом расплоде. То есть у вас опять начинает набегать количество молодой пчелы, скапливаться. То есть опять начинает скапливаться роевая пчела. А что такое роение? Это когда нарушается баланс между открытым расплодом и печатным расплодом. Обычно в улье половина расплода открытого, половина печатного. При этом балансе пчелы не роятся. А рой возникает тогда, когда матке не хватает места, куда засевать. То есть она ищет ячеек, найти не может. Вот. Получается дисбаланс. Получается печатного расплода больше, открытого меньше. И тут возникает роевая ситуация. И когда у вас выходит первый рой, у вас та же ситуация продолжается. Эта проблема не снялась, потому что печатного расплода у вас много, а матки у вас нету. И у вас этого открытого расплода становится еще меньше, потому что некому засевать. И есть большой риск того, что выйдет второй рой, так называемый вторак. А еще может состояться такая фигня, которая называется роевая горячка. Вот тут куча свящевых маточников. Видите? Куча свящевых маточников разного калибра. Есть печатные уже, есть незапечатанные. Вот. Есть мелкие, есть крупные. Короче, все это надо прореживать.
Все, что мелкие, вот это вот невзрачные, то все надо выбрасывать. Это все брак, оно нам не надо. Мы его все к чертовой матери выбрасываем. Разрушаем маточники. И на этом все. Там меня спрашивали, зачем я мисочки разрушаю. Я их не разрушаю, просто я смотрю, есть там яйца или нет. Вот. Мисочки нету смысла разрушать, срывать, потому что они их оттянут со скоростью звука. Поэтому разрушение мисочек это такое себе занятие, знаете, неблагодарное. Так, вот так вот все разрушили. Все невзрачные маточники в утиль. То, что товарные маточники хорошие, пока оставляем. Вот сейчас посмотрим пасеку до конца. Если нам товарных маточников не надо, мы их тоже ликвидируем. А если надо, то сделаем на них отводки. Не прекращается у вас роевая ситуация. У вас по-прежнему печатного расплода много, открытого нету. Есть возможность выхода второго роя, третьего роя, то есть так называемой роевой горячки, куда семья заходит в роевую горячку. Она выпускает рой за роем, рой за роем. Но обычно следующий рой они выпускают где-то на 6-й, на 7-й день после первого роя. И вот эта роевая горячка, когда семья срывается, то она исходит на нет. Все пчелы летят, там жменька, уже пчел выходит, последние рои, там десяток пчел с той маткой выскакивает. Короче, от семьи ничего не остается. Поэтому, когда у вас вышел первый рой, правильно люди задают вопрос, что делать. Ваша главная задача, когда первый рой вышел, не допустить выхода второго роя. Первый вы прозевали, никуда не денешься, а вот второй рой у вас выйти не должен. Хотя там многие мне пишут иногда люди, что они именно так пчел и разводят по роевому методу. Это кто как любит, я так не делаю. Потому что лазить по деревьям здоровье уже не позволяет. Не юные уже года. Так вот, на момент выхода роя у вас много печатного расплода. И у вас маточники роевые. Поэтому, чтобы у вас не было второго роя, вам что надо сделать? Вам надо сделать так, чтобы у вас не было маток лишних. Вот видите, сколько они тут маточников нафигачили. Вот. Немеренное количество мне ненужных. А меду принесли, как видите. Вот тоже невзрачный маточник такой, нехороший. А меду немного, но принесли. То есть медочек есть. Поэтому открываете семью, находите маточники, все маточники ликвидируете, оставляете только один самый красивый, самый такой большой, самый перспективный, все остальное удаляете. Таким образом, у вас матка, когда родится, то она будет что? Только одна матка. Две матки у вас не будет. А когда у вас нет двух маток, то пчелы никогда у вас роиться не будут. Потому что обязательно в семье должна остаться матка, либо запечатанный маточник. А так как вы все разрушили, кроме одного, то у вас матка выйдет роевая, вот, она будет облетываться, но семья у вас не зароится. Они могут у вас тогда заложить следующую очередь роевых маточников. Вот. И вам надо будет за этой семьей смотреть. И так как маточник они печатают где-то на 8-й день, то через 5 дней вам семью надо осмотреть на предмет маточников. Если они опять эти маточники повесили, значит они опять хотят роиться. Значит что? Значит опять эти маточники удаляете. И при всем при этом желательно пчел загрузить работой. Потому что роятся только ленивые пчелы. Пчелы, которые занимаются работой, они не роятся. Поэтому рой у вас отроился. Видите, что хотят роиться еще. Вы им дайте немножко вощинки. Пусть они ее немножко построят. Потому что роевые условия какие? Возможность выращивать расплод и возможность тянуть вощину. У них запас воска есть у роевых пчел. Вот, поэтому этот запас у них надо что? Забрать. Вы им вощинки пусть тянут. И на этом свой потенциал роевой в этом улье вашем и оставляют. Еще можно дать им открытого расплода. Пищевых маточников они не потянут, потому что у них же матка есть, вот, которая там облетывается, роевая. А троиться они не могут, потому что у них нету второй матки. И даете им открытый расплод, чтобы они занимались выращиванием расплода. И опять же у них пропало желание роиться. И таким способом сбиваете им этот роевой потенциал. Но это лайтовая версия. Не лайтовая версия, это
берете этот же улей, ставите сушь, вощина, сушь, вощина, сушь, вощина. Вот так вот гнездо рвете. И всех пчел потом берете, ложите вот так вот крышку. Вот так вот. Вот. Тут ставите мостик к литку, чтобы они по нему могли бежать. И всех пчел стряхиваете на эту крышку. Вот. Вместе с маткой. И они по этому мостику начинают забегать опять назад в улей. И им тогда кажется, что они вроде как отроились. И таким способом вы их можете тоже обмануть. Правда, это не всегда проходит. Опять же, через 5 дней надо контролировать, вышли они из роевого состояния или нет. Но вот такой вот нехитрый способ иногда сбивает их роевую строенность. То есть стряхнули всех пчел сюда, они забежали в тот же свой улей назад, а там у вас сушь, вощина, гнездо порванные. Они думают, что они отроились, то есть зашли в новое дупло, там новое гнездо, опять начинают ставить вощину, и все, и дальше уже больше никто никуда не роится. Есть еще и такой метод. Но опять же, это не стопроцентный результат, могут быть сюрпризы, но попробовать можно. Опять же, через 5 дней надо все контролировать. То есть можно и так, но самое главное, чтобы ваша семья не пошла на второй рой. А как так сделать, чтобы у них это желание пропало? Методов много. Это я вам рассказал несколько из них. Ну, кто какими другими пользуется, получает хороший результат, то тоже в комментариях напишите, я почитаю. Вот. Может быть, для себя что-то подчеркну. Так, сейчас этот улей прикрываем, потому что акация отцвела. И будем сюда возвращать старую матку. А вот эти маточники отдавать в отводок. То есть делать рокировку маток. Обычно после такой рокировки пчелы уже роиться в этом сезоне не будут. Обычно вот этот способ рокировки маток, он дает хороший привес по меду с акацией, ну, потому что у них матки нет. И в то же время вроде как роевой способ возникает. Поэтому эти семьи после такого способа, они уже неохотно роятся в этом сезоне. Но в этом году с акацией пролетели. Как видим, меда, конечно, не поднесли. Даже можно что-то там качнуть с легонца, но меду много нету. Слишком я в этом году поздно отводки сделал. Пролетели с медом, можно сказать. Ну, сейчас малинка будет, может быть, на малинке доберутся. Сейчас они малину облепили, сидят на малине и тянут своим хоботом мед. Будем надеяться на малинный мед. Может быть, повезет. Так. И что теперь? Теперь тут у меня маточники. Я сейчас маточник красивый один отсюда забираю, отнесу в тот отводок, где их матка, потому что я же матку забрал в отводок. Оттуда матку старую забираю и отдаю сюда. То есть рокировка матки. Они матку эту принимают, там в отводке маточник, там матка облетается. И получится у меня уже 2 семейки. Это и та, которая там есть сейчас с основной маткой. Вот там будет молодая матка. Такие вот дела. Так, у нас сегодня такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И обязательно передаем привет моим мохнатеньким чудовищам.